Аресты и отстранения. Коррупционный скандал в Украине может привести к отставке президента. Западная пресса пишет об ударе по репутации Банковой. Срочное обращение Зеленского. Переговоры сорваны. Продолжение войны. Москва и Киев сделали заявление, кого и в чем обвиняют Россия и Украина. Лондон-Москва. Великобритания тайно пыталась создать канал связи с Путиным. Кремль впервые прокомментировал разговор. Шокирующее открытие. Актриса, решившая написать книгу про Холокост, внезапно узнала, что ее отец служил в войсках СС. Детали. Молодежь отказывается от офисной работы, чтобы прислуживать богатым. Новый тренд – обслуга элиты. Как поколение Z ищет баланс между работой и жизнью. Наступление остановлено, объявление срочной и всеобщей мобилизации за приближение войск и как Украина держит связь с Беларусью. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас, как всегда, лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Связь есть. Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью по нескольким причинам. Украинские медиа решили узнать в МИДе страны, почему в соседней республике до сегодня работает украинское посольство. В ведомстве Сибиги объяснили, что военный атташе в Беларуси сейчас не работает, а дипломатическая миссия действует в крайне сложных условиях. Далее детали. Деятельность посольства Украины в РБ направлена прежде всего на минимизацию рисков дальнейшего втягивания Беларуси на стороне России в вооруженную агрессию против нашего государства, предоставление консульской помощи и содействие возвращению в Украину незаконно вывезенных украинских детей, предоставление консульской защиты и помощи гражданам Украины, находящимся на территории РФ, содержащимся в ее пенитенциарных учреждениях. Напомню, на прошлой неделе Лукашенко обращался к украинцам и говорил, что республика может принять граждан Украины. Войну он назвал бедой, которая пришла в дом к соседу белорусов. Тогда на этот призыв отреагировал Зеленский, заявив, что Лукашенко стал слишком разговорчивым, а его доброта, которая пришла в Украину в 4 утра с ракетами, не нужна. Это была цитата. Киев тогда пригрозил, что Минску придется отвечать за содеянное, вероятно, намекая на события февраля 2022 года. Громкое открытие. Известнейшая немецкая актриса Уши Гласс, которая долгие годы борется с антисемитизмом и решившая написать книгу о Холокосте совместно с женщиной, которая его пережила, внезапно узнала, что ее отец Кристиан Гласс в 18 лет вступил в партию Гитлера, а в 1944 году был радистом в войсках СС в составе 21-й горной дивизии, действовавшей на Балканах. Женщина узнала правду во время подготовки к написанию книги. Гласс подчеркнула, что самое страшное для нее не членство отца в СС, а его молчание. Узнав правду, она решила рассказать об этом открыто, как часть разговора о вине, памяти и личной ответственности. Хотя большинство зафиксированных преступлений этого подразделения относятся к периоду до его перевода, и хотя нет доказательств личного участия Кристиана Гласса в преступлениях, а его должность, судя по документам, была технической и не предполагала фронтовых действий, для дочери это стало тяжелым ударом. «Шок огромен», пишет Уши Гласс. «Но скрывать это нельзя. Я должна открыто говорить об этом», сказала она в интервью агентству ДПА. Лондон тайно пытался наладить связь с Кремлем, но разговор с Москвой был провальным. Попыткой открыть закулисный канал связи с Путиным занимался советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл. Об этом пишет Financial Times. Как выяснилось, он звонил помощнику Путина Юрию Ушакову. По данным источников издания, разговор был всего один и закончился провалом. Один из собеседников признал, все прошло неважно. Пауэлл действовал по собственной инициативе Лондона, а не по линии Большой Семерки. Связь с Кремлем была еще в начале этого года на фоне страха в Европе, что Трамп, вернувшись в Белый дом, может пожертвовать интересами союзников ради сделки с Путиным. Британия решила не сидеть сложа руки и попыталась напрямую донести свою позицию в Москве. На Даунинг-стрит позже заявили, что регулярные контакты с Россией – нормальная дипломатическая практика. Однако, как сообщили осведомленные источники, телефонный разговор между Пауэллом и Ушаковым оказался единоразовым и не привел к созданию нового канала коммуникации с окружением Путина. Один из собеседников прямо сказал, что беседа прошла неважно. По данным европейского чиновника, инициатива Пауэлла не была частью согласованных действий G7, а представляла собой самостоятельный шаг Лондона, поддержанный рядом европейских столиц. В Кремле накануне подтвердили, разговор действительно был еще в начале этого года, а сейчас в Москве не понимают, почему всплыли данные детали. Ушаков при этом уверяет, разговор получился, но неинтересным. Разговор получился, мы разговаривали, просто он изложил официальную позицию Лондона,
Но это не совсем интересно. Обычно будет закрытых телефонных разговоров обсуждать какие-то возможные предложения, возможные соображения и так далее. Но просто излагать позицию, это не очень интересно. Переговоры между Москвой и Киевом сорваны. Они зашли в тупик и поэтому прекращены. Официальное заявление прозвучало в интервью представителя украинского МИД изданию «Таймс». Замминистра иностранных дел Украины Кислица назвал встречи в Стамбуле постановкой без реальных результатов и заявил, что Россия провоцировала и унижала участников с украинской стороны, отрицала существование Украины как нации и вместо конкретных шагов предлагала создать рабочие группы и чаты в WhatsApp, чтобы лишь создать видимость прогресса для американской стороны. Украина заявляет, что предложила конкретные шаги, в частности и прекращение огня, но Москва согласилась лишь на 2-часовую паузу на линии фронта, чтобы собрать тела погибших. Теперь, по словам Кислицы, основная задача – заставить международных партнеров усилить давление на Москву, чтобы Путин согласился на личную встречу с Зеленским. Именно тогда, может быть, будет прогресс, считает Киев. Важно понимать, в диктатуре невозможно вести творческие переговоры. Делегации приходят с жестким мандатом и обязаны отстаивать только то, что им велено. Они следят друг за другом и потом докладывают, кто насколько твердо держался позиции. В российской системе можно договариваться только напрямую с диктатором. Россия при этом заявляет, что Москва готова к переговорам, но к ним необходимо подготовиться. Российские спикеры обвиняют Киев в нежелании вести диалог, а Европу в желании воевать дальше. Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы дальше поощрять режим на продолжение войны. Американцы, судя по всему, склонны к тому, чтобы сейчас держать паузу. Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, продолжение переговорного процесса. Но его невозможно вести в одиночку, в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, а поставленные вопросы отвечать тоже не хочет. Самая значительная часть группировки российских войск сосредоточена на Покровско-Мирноградском направлении. Бои не утихают, десятки штурмов в день. Армия РФ действует и пользуется сложными погодными условиями. Идут городские бои в самом Покровске. О ситуации пишет, в частности, и главком ВСУ Сырский. Он уверяет, что россияне не контролируют город и нет никакого оперативного окружения украинских военных. На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже – уничтожение легкой вражеской техники. Военнослужащие сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника. В российском Минобороны при этом также акцентируют внимание на событиях на этом направлении. Я напомню, Покровский Мирноград россияне называют Красноармейск и Димитров. В сводках российской стороны говорится, что штурмовые группы ВС РФ действуют в нескольких районах города и продвигаются вперед. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Не менее сложная ситуация для Киева на юге страны, где накануне Украина потеряла несколько населенных пунктов. В Украине заявили о потере еще и позиций в районе села Равнополье. Как утверждают в ВСУ, с целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи. Это была цитата. При этом в Украине заявляют, наступление остановлено. Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений. Однако бои не завершены. Россия наращивает пехотную способность и готовит новое продвижение на запорожском направлении. Об этом сообщают аналитики мониторингового канала Deep State, которые также требуют, чтобы в ВСУ наконец согласовали данные. Ведь сейчас существует неразбериха даже в том, сколько населенных пунктов перешло под контроль РФ в последние дни. Общество давно требовало реалистичных решений от командования, чтобы сохранить самое ценное – личный состав. Осталось еще поработать над внутренней коммуникацией, где силы обороны Юга сообщают об одном количестве населенных пунктов, главнокомандующий – о другом, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке зачищает, штурмует и освобождает, что вообще в данном контексте неуместно и ставит под сомнение доверие общества.
Аресты и отстранения. В Украине за решетку отправлены участники масштабной коррупционной схемы, в числе которых представители близкого окружения Зеленского. Высший антикоррупционный суд Украины отправил в СИЗО экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка, исполнительного директора по безопасности Энергоатома Дмитрия Басова, участницу так называемого бэк-офиса Лесю Устименко, а также человека, которого называют бухгалтером схем Миндича, Фурсенко. В отставку подали и министр юстиции Герман Галущенко, и министр энергетики Светлана Гринчук. При этом главный фигурант Миндич, соратник Зеленского, за границей. В Госпогранслужбе Украины заявили: уехал, потому что имел право. Отец 3 детей, а для таких кордоны открыты. А причин не выпускать не было. По результатам проверки отметим: пересечение границы данным гражданином происходило законно. Тимур Миндич был оформлен в приграничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. В опубликованных аудиозаписях прослушек, которые сделали антикоррупционные органы и тем самым разоблачили преступную организацию, которая организовывала нелегальную схему в сфере энергетики на миллиарды гривен, впервые появился и Зеленский. Его имя упоминают участники схемы, которые с ним созваниваются и списываются. Сам же Зеленский накануне заявил, что поддерживает расследование и не против отставки 2 министров. Он обратился к Верховной Раде. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Западная пресса пишет, что коррупционный скандал, развернувшийся в Украине, может привести к отставке Зеленского. Издание The Spectator пишет, что данные антикоррупционных органов, о которых узнала страна, вероятно, будут иметь судьбоносные последствия для политического будущего Зеленского. Автор материала пишет о том, что ситуация выглядит особенно подозрительно, если вспомнить, что всего 4 месяца назад Зеленский попытался подчинить НАБУ и специализированную антикоррупционную прокуратуру прямому контролю правительства, протолкнув поспешно подготовленный законопроект, лишающий эти органы независимости. Это была цитата. Этот шаг шокировал международных союзников Украины и вызвал массовые уличные демонстрации в центре Киева. Первые протесты против правительства с начала войны. Под мощным закулисным давлением Брюсселя и Вашингтона, а также под давлением украинской улицы, Зеленский в итоге отступил. НАБУ и САП возобновили прерванные расследования, и именно они привели к нынешним политически разрушительным обыскам. В материале также говорится, что сейчас может развернуться настоящая война внутри страны между независимыми антикоррупционными органами и ближайшим окружением Зеленского, последствия которой могут быть крайне неприятными. Авторы считают, что Запад пристально наблюдает, а у Зеленского остается мало выбора. Он вынужден поддерживать разоблачение НАБУ своих ближайших союзников и партнеров и принимать удар по собственной репутации и политической карьере. Срочная всеобщая мобилизация объявлена. Страна готовится к худшему сценарию. Президент отдал приказ. На фоне стремительного роста напряженности с Вашингтоном президент Николас Мадуро приказал начать масштабную мобилизацию армии, авиации, флота и резервов. Министр обороны заявил, что страна готовит ответ на империалистическую угрозу США. Поводом стало прибытие в регион американского авианосца. Его сопровождают 9 эскадрилей, 3 эсминца и более 4000 моряков. Об этом пишет CNN и уточняет, что Вашингтон объясняет операцию борьбой с наркоторговлей, но в Каракасе уверены, США готовят почву для смены режима. Позиция сторон не меняется. Месяц назад президент США Дональд Трамп заявил, что дал ЦРУ разрешение на операции в Венесуэле и ранее уже допускал возможность ударов по территории страны. Позже чиновники администрации уточнили, что в данный момент таких действий не планируется. Во вторник Падрино Лопес заявил, что мобилизация войск является частью Плана независимости 200, объявленного Мадуро, масштабной гражданско-военной стратегии по защите страны с участием армии, ополчения и полиции. Парламент Казахстана единогласно одобрил закон, вводящий запрет на ЛГБТ-пропаганду в СМИ и интернете. Теперь любые материалы с таким содержанием должны иметь специальную маркировку, а за нарушение грозят штрафы до 157 тысяч тенге, около 260 евро, или арест до 10 суток. Вице-министр культуры Евгений Кочетов пояснил, что закон касается распространителей контента, а не обычных граждан. По его словам, в фильмах и сериалах будет проводиться экспертиза, а при выявлении нарушений контент будут блокировать. Депутат Бейсенбаев, один из инициаторов закона, уточнил, что бытовое поведение не считается нарушением. Если, например, мужчины в парке держатся за руки, это не пропаганда, это их личные границы.
Изменения затрагивают 9 законов, а за исполнением норм будут следить местные органы и надзорные структуры. Если в фильмах и сериалах присутствует призыв к положительной оценке ЛГБТ-сообщества, то будет проводиться экспертиза и приниматься решение по этому контенту. С правообладателями будет вестись работа. Крайне важен момент оценки. Просто наличие той или иной сцены не означает, что контент будет блокироваться и что люди будут привлекаться к ответственности. Но в случае нарушения контент будет блокироваться на сайтах. Если не можешь победить ультраэлиту, прислуживай ей. Именно такой путь выбирает нынешняя молодежь, большая ее часть, пишет Business Insider. Поколение Z или же зумеры массово уходят из офисов и мечтают о работе на миллиардеров. Издание пишет, что молодые люди все меньше хотят строить карьеру и все чаще выбирают жизнь в роскоши, но в роли обслуживающего персонала. В частности, не прочь быть нянями, личными ассистентами, поварами, теми, кто выгуливает собак, или же управляющими в семьях миллиардеров. Причина проста. Высокие зарплаты, свобода, путешествия и доступ к элитному миру. Опросы показывают, только 6% представителей поколения Z мечтают о руководящих позициях, а большинство хотят гибкости и баланса между жизнью и работой. Согласно недавнему опросу компании Empower, представители поколения Z считают финансовым успехом зарплату почти в $600 тысяч в год, примерно в 6 раз больше, чем называли бэби-бумеры. И все же именно выпускники последних лет особенно громко заявляют о том, что не могут найти работу, поскольку в последние месяцы найм сотрудников в США замедлился, а искусственный интеллект все активнее внедряется в корпоративные стратегии. Есть ли среди ваших знакомых молодые люди, которые действительно не стремятся построить карьеру, а чаще говорят о том самом балансе, отдыхе и о том, что работы в жизни должно быть минимум, при этом объяснить, где брать деньги, если не работать, особо не могут? Друзья, поделитесь своими наблюдениями в комментариях под этим видео. Спасибо вам большое за просмотр. Не забудьте поддержать и мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.